Всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете в Инстаграм. И многих заинтересовала очень тема открытия возможностей либо развития ясновидения, яснослышания. Поэтому мы с вами, я вам дам рекомендацию, а уже на ваше усмотрение, будете вы использовать или нет. Как с этим работать? То есть все-таки стоит ли это развивать и к чему это может привести, к каким последствиям? С одной стороны, развивать эти навыки стоит, особенно если вы практикуете какие-либо мантические системы. Мантические системы, я напомню, что это такое. То есть мантика – это любой инструмент, при помощи которого вы являетесь проводником информации. То есть будь то Ленорман, оракулы, таро, руны, гадание на кофейной гуще, бабах, на чем угодно, понимаете? То есть вы извлекаете информацию посредством взаимодействия с каким-то инструментом. Так вот, для того, чтобы у вас была идеальная сонастройка, особенно если инструмент, как я говорю, ваш ходовой, рабочая лошадка, для многих тарологов это определенная колода, да, которая у вас, скажем так, и в пир, и в мир, из которой вы на «ты», потому что у вас идет с ней легкое взаимодействие. Вот с таковыми инструментами я все-таки рекомендую вам устанавливать наиболее тесный контакт, особо тесную связь, для чего и почему. Во-первых, мои ученики знают, я неоднократно говорила, что когда вы начинаете длительный период практиковать, то есть не год и не два, понятно, что все зависит от уровня вашего восприятия информации, как вы входите в поток, как вы бываете в потоке, медитируете вы на арканы, входите ли вы в аркан. То есть в зависимости от этого идет уровень восприятия, потому что у меня периодически, я не говорю, что всегда, но тем не менее, вот я тасую колоду, я вижу рубашку, но я уже вижу, какие лягут карты. Вот это своего рода вам помогает в ситуации устанавливать контакт с вашим инструментом, развивать вашу интуицию, эрудицию, ясновидение, яснослышание. Более того, те, кто это грамотно практикует и потом медитирует на арканы, входит в арканы, в некоторых случаях вы даже можете читать мысли других людей. В прямом смысле этого слова. Да, это может быть в единичных каких-то аспектах. Это люди, с которыми вы будете на одной волне энергетической, ментальной, духовной, вибрационной, но тем не менее вы сможете четко слышать, читать мысли других людей. Вот в этом плане практика, конечно, способствует. Итак, что это такое, с чем его едят? Конечно же, вы неоднократно, те, кто практикует таро, руны, наверное, уже сотни тысяч раз встречали и видели это в группах подобного рода практики, принимали в них участие. Как правило, что предлагается вам сделать? То есть по принципу, что в этом черном ящике? Какой-то предмет, не предмет, живой, не живой. То есть нужно прочувствовать, постараться описать и увидеть. Понятно, что это уже, как говорю, для более продвинутых пользователей. Мы начнем с малого. Мы начнем с того инструмента, который с вами, скажем, на «ты», с которым вам легко. То есть в идеале вы берете свою любимую колоду. Я в данном случае сегодня просто возьму Таро Аркания. И что вы делаете? Перед тем, как заняться этой практикой, конечно же, изучайте визуальный ряд инструментов, чтобы вот прям сидели, смотрели и, знаете, как углублялись в прорисовку, углублялись здесь в каждую деталь, пытались пропитаться энергетикой этого аркана. Потом вы тасуете колоду, выкладываете перед собой. Можете упростить изначально себе задачу, допустим, только 22 старших аркана, либо просто выбрать какую-то масть, по принципу кубки, пентакли, мечи и так далее. И сами для себя тянете какой-либо аркан. Тянете какой-то аркан и, соответственно, здесь думаете так, допустим, вот вытянули два старших аркана, и вы думаете, так, я, например, думаю, что это аркан такой-то. Открываете, потом и смотрите, так или нет, то есть корректно ли вы прочувствовали. Не всегда у вас будет получаться с первого раза. Это нормально, это правильно, это не значит, что вы говорю, глухой, слепой, не видите, не слышите, либо у вас плохая сонастройка с высшим я и с вашим внутренним я. Очень важно, чтобы в момент этой практики вы, во-первых, были одни. Вас ничего не отвлекало, ни какие-то посторонние шумы, ни звуки гаджетов, ни ваши питомцы, ни дети, ни близкие, ни родные, ни любимые. То есть максимально убрать шумы. Потому что именно в состоянии медитативного
транса, по-другому назвать это не могу. То есть кто-то должен помедитировать, кто-то там должен расслабиться, заняться йогой, подышать. У кого-то просто, знаете, говорю, расслабиться, сфокусироваться, поймать какую-то точку. Вот именно в таком расслабленном полугипнотическом состоянии вы тянете аркан. Мысленно пытаетесь, так сказать, на него настроиться, его увидеть, сами себе проговорили, поворачиваете, смотрите, то есть совпадает у вас или нет. Эту практику можете повторять на ежедневной основе там, или несколько раз в день, это как вам удобно. Что вам впоследствии это дает? Впоследствии вы действительно научитесь считывать тонкие планы, энергетические, чувствовать, видеть, осязать, может быть, какие-то образы, силуэты. То есть никто вам не говорит сразу брать всю колоду. Это, конечно же, будет сложно, да? То есть начните с малого. И, конечно же, изначально вам будет проще работать там только с прямыми арканами. Потом уже, конечно, когда вы усложняете себе ситуацию, вы можете взять хоть всю колоду с прямыми, с перевернутыми картами, то есть угадывайте положение аркана и угадывать, что за аркан. Но именно это будет вам давать считку информации и развитие ясновидения, яснослышания и вашей эмпатии. Можете, конечно, усложнять себе ситуацию, просить кого-то из близких, как я говорю, делать, что в этом черном ящике, да, кладут какой-то предмет, вам не озвучивают, что за предмет, ну и как следствие вы пытаетесь прочувствовать. Многие еще это делают по фотографиям, по принципу жив человек или мертв человек, да, пытаться прочувствовать, считать энергетику. Я пока не рекомендую этим баловаться, потому что особенно на тонкие незащищенные планы, у кого нет защит энергетических, можете себе нахватать ненужных вещей. А вот практика своего рода Таро по принципу вот какой аркан, подумали, озвучили, посмотрели, записали. И вместе с тем, когда вы тянете таким образом карту, вы еще должны не только прочувствовать, а может быть прописать свои ощущения. То есть, что ощущаете? Холод, тепло, какой визуальный ряд, что вам идет от этого аркана. То есть, опирайтесь на свои ощущения. Чем глубже и лучше вы будете пытаться себя чувствовать и свои ощущения, свое видение, слышание, тем лучше впоследствии у вас будет сонастройка и работа с любым магическим инструментом. И даже более того, иногда, я не говорю, что всегда, но иногда у вас даже уже без магического инструмента может при общении, при взаимодействии, контакте с каким-либо человеком идти какая-то информация о нем. Хотя вы эту информацию можете вообще не запрашивать. Ну, то есть по принципу вам может идти информация о том, чем человек занимается или там какие грехи совершил. Ну, то есть я говорю, вы можете не запрашивать эту инфу, она будет идти сама в потоке. Вот таким образом вы развиваете свою возможность черпать эту информацию извне. Часто еще тоже спрашивают, что такое быть в потоке, как это понять, я в потоке или не в потоке, как это чувствовать, как это определять. Мне сложно вам это объяснить или донести, что такое в потоке. Но вот вы выкладываете себе какие-либо арканы на какой-то вопрос. Ну, давайте смоделируем. Вы, например, давайте так. Что человека ожидает в плане работы в рамках ближайшего года? Вот стандартный вопрос, да? И мы тянем. Так, что мы видим здесь? У нас ложится тройка камней, тройка пентаклей, у нас ложится туз воздуха, туз мечей, да, и у нас ложится иерофант. В потоке это помимо того, что вы считываете с теоретической базы, с визуального ряда, вам еще своего рода может идти информация внутренняя, как будто, знаете, вот в голову вам нашептывают мысли. Не подумайте, это не шизофрения, это не какая-то ситуация психоэмоциональных отклонений, нет. Вот эта ситуация, когда вам идет информация быстро, что вы даже вот тараторите, не успеваете это все озвучить, чтобы ничего не упустить. Вот это называется в потоке. Но давайте еще перефразирую иначе. У вас таким образом очень быстро формулируется мыслеформа, то есть то, что, вы знаете, как появляются мысли, что вы даже не успеваете их озвучивать. Вот это называется быть в потоке. Что мы здесь видим в плане работы? Что работа у человека будет стабильна. Более того, он во что-то будет углубляться, что-то изучать, дабы это способствовало его профессиональному, карьерному росту, способствовало его возможностям росту, приумножению опыта, навыков, ну и как следствие, да, вопросов заработка, монетизации. Так и человек может здесь раздумывать над тем, чтобы обучать кого-то, то есть поставить, допустим, это на поток, то есть изучать, вникать, делиться опытом, навыками, знаниями. То есть в плане работы
у него здесь все прекрасно. У некоторых это совмещать приятно с полезным, работу и обучение. То есть человек может получать дополнительное образование, либо идти на какие-то курсы. То есть здесь спектр на самом деле очень разнообразен и широк. И вот в потоке это когда вам идет информация, ну не то, что вы фактически не можете остановиться, но у вас нет этой запинки или заминки по принципу, блин, а что здесь? А что здесь-то? Я понимаю, что если вы новичок, вы начинающий, вы, конечно, сразу не можете находиться в потоке. Вы будете извлекать информацию по каждому аркану, пытаться это, так сказать, сопоставить, слепить воедино. Чем больше вы практикуетесь, чем больше вы читаете карты, тем глубже, быстрее, эффективнее вы погружаетесь в этот поток. И получаете на выходе то, к чему стремились. Ответ на ваши вопросы, информацию, понимание развития ситуации, ваших дальнейших действий. Поэтому читайте карты, медитируйте, развивайте эмпатию, развивайте ясновидение, развивайте ваше яснослышание. В любом случае вам это будет во благо, но, повторюсь, без фанатизма. Пока не рекомендую, особенно если вы начинающие, а не практикующие, активно работать с фото людей умерших или погибших, потому что здесь уже можете навлечь на себя неприятности. Поэтому ограничьтесь пока только вопросами мантики. Вот такой вот кратенький вам must-have, подсказочка, лайфхак, называйте каждый по-своему, как вам удобно. Сейчас с вами проведем эксперимент. Я при вас тяну карту, конечно же показывать я ее не буду. И вы попытаетесь прочувствовать, что это за аркан. Можете написать в комментариях. Здесь, поймите, не проверка того, насколько вы хорошо видите, либо читаете карты. Это вот такой, как маленький экзамен. Экспресс, такая разминка. Ответ, что это за аркан, я напишу спустя сутки-двое в сообществе моего канала и, конечно же, добавлю на свою страницу в Инстаграм. И по вашим просьбам, поскольку вам понравилась эта идея, в Инстаграм я буду проводить периодического рода, вот такие вот, это нельзя назвать конкурсом, но давайте так, попытки развить ясновидение и яснослышание. Сейчас постарайтесь увидеть, услышать, прочувствовать. Ну хорошо, давайте этот аркан попробую прочувствовать я. Насколько, я не знаю, может у меня тоже не получится. Я это делаю сейчас при вас в прямом эфире. Потом еще один вам задам. Так. Ну точно не старший аркан. Вот я чувствую, энергия совсем другая. Стихия огня. Вот здесь как нарисован образ человека, как по мне. Вот идет и держит в руках, по-моему, жезл. Ну, давайте проверим, посмотрим, как оно есть по факту. Не знаю. О, видите, почти, да? Ну, я не увидела, что это тройка жезлов, я просто увидела, что это тройка. Ну, в смысле, не тройка, я увидела, что это жезловая масть. Ну, вот видите, вот ежедневная практика постепенно, поэтапно вам будет давать какие-то результаты. Повторюсь, ребят, у вас может получиться на 100-й раз, на 1000-й раз. Это не имеет значения, когда у вас получится. Главное, пытайтесь, расслабляйтесь, вникайте. Кстати, у кого-то, я вполне серьезно вам говорю, можете выпить какие-то расслабляющие чаи, там, с мелиссой, с ромашкой, то есть какие-то седативные, которые вас расслабляют, вводят в какое-то состояние транса. Траву не курить, я вам эти вещи не рекомендую, однозначно не пить, ничего. То есть вы должны быть в состоянии осознанности. Да, вы должны быть расслаблены, вы должны быть умиротворены, но никаких иных манипуляций. Хорошо, вот сейчас, вот давайте так, второй аркан. Я даже перетасую колоду, чтобы вы не думали, что там я что-то подтасовываю. Или там где-то выбираю карты. Чтобы у вас не складывалось такого впечатления.
давайте, вот рука к этой тянется, попробуем прочувствовать, что это такое. Как по мне, не старший аркан. Не старше, почему-то вот здесь вот как веет теплом. То есть может быть какое-то светило. И как два образа, как два человека. Но не вижу ни масть, ничего не могу сказать. Вообще-то у меня колода недавно, то есть она у меня, что вы поняли, без году неделя. У меня где-то неделю это Таро Аркания. Поэтому это не моя колода, с которой я работаю на ежедневной основе. Ладно, давайте посмотрим, что тут. О, да, два человека и светило, вот то, что почувствовала. Но видите, я тоже не угадала ни что за масть, не угадала ни что за, ну, то есть как номерное значение, только увидела, что это не старший аркан. И прочувствовала как бы образы, которые нарисованы. То есть вот так, ежедневно, потихонечку. Так, давайте с вами. Третий аркан, вот сейчас, который я достаю. Давайте так, это для вас. Так, ну давайте вот этот вот пусть будет. Угу. Так, свои соображения напишу в посте, хотя, наверное, это будет бессмысленно, потому что все равно я буду смотреть аркан, переворачивать и как, озвучивать потом его вам. Поэтому подумайте, что за карта. Может быть, кто-то видит образы. Давайте так, я уберу, может быть, вам сбивают остальные арканы по энергетике. Вот так вот я даже покладу. Чтобы вы прочувствовали. Может быть, кому-то нужно будет дополнительное время, то нажмите себе паузу, постарайтесь прочувствовать. В общем, в любом случае, я от вас жду комментариев на YouTube под этим видео. Повторюсь, ребята, ошибаться это нормально. Вы видите, я при вас только что делала, я тоже ошиблась, я тоже некорректно увидела ситуацию. Это нормально. Это, еще раз повторюсь, попытки раскрыть ваш потенциал, ваше внутреннее видение. И то, что вы будете ошибаться, что-то видеть, чего-то не видеть или видеть не точно, это вполне нормально. То есть практика, просто практика на ежедневной основе, у вас все будет получаться. Поэтому все, зафиксировали. Напоминаю, вы пишите комментарии, ну, для тех, кто хочет поучаствовать, что вы видите в этом аркане, в этой карте. А я потом в посте покажу, что это был за аркан, я его сфотографирую. Ну и, конечно же, обозначу победителей, которые, скажем так, увидели, прочувствовали эту ситуацию. Возможно, вы не увидите сам аркан. Я понимаю, что кому-то может так же, как и мне, не идти информация, что вот там двойка, тройка, вы можете какие-то видеть образы, силуэты. Вы можете описать ситуацию, и потом сопоставим с тем, что есть по факту, как вы увидите, верно или нет. Поэтому вот так. В любом случае, я вам благодарна также за такой интересный опыт. Мне тоже интересно, периодически я таким, говорю, балуюсь, да, пытаюсь. Но у меня есть основные 3 лошадки рабочие, с которыми вот я четко, это вот Таро неба и земли, это Таро золотой нити, это Таро Логинова, с которыми, я говорю, знаете, я работаю на ежедневной основе. Вот с ними мне проще, легче всего, потому что они у меня постоянно в работе. Это для меня колода новая, инструмент несколько непонятен, неясен. От вас буду ждать информации, что видите, как чувствуете, как осязаете. Все, я вас благодарю за внимание, с вами не прощаюсь и до новых эфиров в Инстаграм. Очень часто там будем разбирать ваши вопросы. Пока-пока.